Всем здорово, народ, с вами снова Ёж, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня вы могли догадаться, что сегодня в ролике пойдет речь о том, как я потерял аккаунт, на котором были мои мани, точнее, то 300 рублей, только давайте без шуток. Да, немного, нужна не сумма, а история и ошибки, которые совершили работники Стима, Google и я. Так что let's go к ролику. Перед началом сути я уточню. Аккаунт я потерял именно в Google, а деньги потерял в Steam. Как так вышло, обо всем поподробнее, чуть позже. Расскажу-ка я историю с самого начала ее происхождения. Эта история произошла в начале сентября предыдущего года. Я решил купить игру Castle Crashers. Наверняка некоторым эта игра уже знакома. Рассказывать о ней в красках я не буду. Лишь скажу, что это игра моего раннего детства. Что-то я отвлек за тему. Ну так вот. Я хз почему, но в Стиме была скидка, которая составляла 50%. Ну или где-то так. Вот решил я задонатить на эту игру вместе с новым дополнением, или же DLS. И я вбиваю в браузере пополнение Steam. Я не мог купить игру на Free, потому что там игра стоила дороже. И первый попавшийся сайт, угадайте какой? Правильно, тот самый Купикод, про который я выкладывал видео и благодаря которому я потерял 600 рублей. А это видео вы можете посмотреть, нажав по подкасту справа сверху. Ну так вот, задонатил я тогда 450 рублей, или же примерно такую сумму, но не об этом. И получил 300 с чем-то рублей на свой счет в Steam. И все-таки, как и хотел, получил Castle Crashers со всеми DLS. И при первом же запуске у меня вылетело, и в самом Steam написала ошибка, и бла-бла-бла. И я, попытавшись разобраться, с чем именно связана эта ошибка, в итоге так и не узнав, я решил вернуть деньги за игру. В итоге получил свои деньги обратно в полной сумме. А ошибка Steam заключалась не в этом, а в другом, об этом чуть попозже. И сейчас, при возникновении проблемы, связанной с недостатком памяти на диске, я увидел в Shell Apples Folder командной строки, что у меня все еще якобы установлен Castle Crashers, поэтому я решил посмотреть в поддержке Steam, что не так. Но видел, что у меня на счету вместо 300 рублей, которые я вернул до этого, я обнаружил, что на тот момент у меня было всего лишь 1 рубль. Карл, 1 рубль вместо 300. Ну, что я могу сказать? Стонкс. И я уже добил на Castle Crashers, без обид, и решил уже знать, какого дьявола и куда делись мои мани. Оказалось так, что по истории транзакций якобы я, получается, что-то купил, хотя я как человек, который ни черта в этом не шарит, прioфигел. Я, бляха-муха, жопу ставлю, что это не я. Я ничего после покупки Castle Crashers не покупал и не продавал. И первым же делом пишу в поддержку, якобы какого фига у меня нету мани и бла-бла-бла. И там я иду смотреть, есть ли у меня доступ к почте, которая привязана в Steam. И вижу, бляха-муха, что доступа у меня нет. И думаю, ничего, сейчас снова зайду, хотя странно, я ведь недавно заходил. Вроде, ну и фиг с ним, все-таки зайду. Думаю я. И плюс так, что ни один пароль, который я сохранил, не подошел. И тогда у меня в голове я начал прощаться со своими деньгами и надеялся то, что у меня получится, нажав на кнопку «Забыл пароль», восстановить его и благополучно зайти в аккаунт снова. Ну, я так уже много раз делал. И в итоге после нажатия на эту кнопку меня успешно посылают на 3 буквы под предлогом типа «Нам не хватает сведений о вас, поэтому повторите попытку позже». Я, конечно, офигеваю и уже начал действительно переживать о моих деньгах. Попытавшись найти почту, на которой мне надо написать свою проблему для ее решения, ну то есть поддержка, я узнал, что поддержки в Google Gmail не существует. А все потому, что якобы у них 1,5 миллиарда пользователей, и они не могут обеспечить такой штат сотрудников, который смог бы всем помочь. Но зато у них есть отдельная страничка с советами по восстановлению аккаунта, которая для меня оказалась бесполезной. Ставьте лайки, если у вас случался похожий случай, и эти советы вам не помогли. Там были советы, как будто ты позвонил своему провайдеру, а он говорит, попробуйте включить и выключить Wi-Fi роутер, а ты уже сотни раз выключал этот роутер. И я понял, что в итоге меня взломали, и никто мне не поможет. И кстати, совсем забыл рассказать, о вине в этом инциденте
является в том, что Steam, даже после того, как я дополнил обращение в поддержку, мне так и не написал на почту, которую я попросил ответить в дополнении. И по сей день писания 5 января сценария мне так и никто и не написал на ту почту, которая у меня есть доступ. И, ребята, сейчас очень важный фрагмент. Я действительно не обзываю площадки и их работников, а лишь показываю ошибки, чтобы мне вернули и доступ в аккаунт, и деньги за транзакцию, которую я не совершал. Ну, а на этом данное видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Ёж, Невезунчик. Всем удачи и всем пока. Желаю быть более удачным, чем мне. И пока-пока-пока. Пока.